Здравствуйте, с вами Leverage for Excel. В этом видео мы разберем примеры отчетов по дороге с условным номером 103. Сейчас я нахожусь в папке, где у меня распакован релиз. Заходим в нее, Report Examples, UCI Голливуд 103. Так, первым делом посмотрим на файл разметки участка дороги. Мы видим, что начинается с начала Хатаха 236 и заканчивается в начале 376 Хатаха. Перекресток, потом еще один перекресток, изгиб дороги, еще один перекресток, изгиб дороги с радиусом от 100 до 300, а здесь менее 100 был. И заканчивается тоже перекрестком. Итак, у нас для режима без послаблений важны только начало и конец. Для режима с послаблениями важны все вот эти вот особые участки. Посмотрим на какие у нас файлы с входными данными. Мы видим, что здесь по 3 файла для каждой полосы. Для третьей вот 1.2, 1.4, 1.6. Эти файлы соответствуют данным между этими перекрестками, потом между вот этими и между этими. То есть при подъезде к перекресткам не делались измерения, и после перекрестка какое-то расстояние тоже не делалось. Это нам сразу же говорит о том, что в режиме без послаблений у нас будут пропуски. Давайте сейчас посмотрим. Я сейчас делаю вставку, которая была записана уже после записи основной части этого видео. Она о том, что мы внесли некоторые изменения в программу, и в составе релиза вы увидите отчет, в котором результаты отличаются. Вот как здесь. 7280, 2730 для третьей полосы, когда у нас все режимы включены. И также для других режимов и четвертой полосы то же самое. Я сейчас вкратце объясню, с чем это связано, а потом, после основной части, мы вот эти пары подробнее посмотрим, в чем вызваны в деталях разница в результатах. Так, идем на спецификацию 5104 на ТВ Израиль. Вот у нас здесь есть по штрафам Голливуд для Петух. Мы сейчас рассматриваем новую дорогу, 103. Вот, и мы видим здесь, что те участки, которые идут на переделку, они определяются в соответствии с этим пунктом. И то же самое у нас для ремонта существующих дорог. Вот. Мы посмотрели внимательнее и увидели, что у нас для новых дорог вот этот пункт был отключен. Вот, и сейчас мы его включили, пересчитали результаты, и поэтому получили другие результаты. Вот, а в этом пункте у нас говорится о том, что вот по 10-метровкам, если у нас какая-то 10-метровка идет на переделку, то как минимум 30 метров. Вот для существующих дорог это было включено, а для новых дорог было выключено. Сейчас мы ее включили. И также вот этот пункт не был реализован в программе, и сейчас мы его реализовали. То, что участки, которые идут на переделку, они, соответственно, объединяются. То есть, если есть две проблемные, между которыми 5 или менее 10-метровок, даже не проблемных, то все эти 5 тоже идут на переделку. Ну и также, в соответствии с этим пунктом, справа и слева еще по одной идут на переделку. Такой пример мы увидим для существующей дороги 101. Так что сейчас переходим к анализу результатов, которые в данном случае вот без этого пункта, потому что данные такие, что не возникает такой ситуации. Вот, а для 103 дороги там будет аналогично вставка, пояснение, и там вот этот пункт как раз сработает, а этот там и так был включен. А после основной части
в этом видео мы рассмотрим детальнее вот эти пары, какие там возникают разницы. Давайте сейчас посмотрим. Без послаблений все остальные режимы включены. Посмотрим. По третьей полосе открываем PDF. И также откроем Excel-версию. Мы видим, что на конце у нас стоит 0.1.1.1. Это как раз соответствует вот этим вот закодированные режимы 0.1.1.1. То есть выключен, включен, включен, включен. То есть для того, чтобы файлы имели разные имена и чтобы в названии тоже было сразу понятно, в каких режимах он был рассчитан. Такие вот добавлены в конец коды. И это удобно. Так, открываем Excel-версию. Откроем здесь настройки пока что. Посмотрим на PDF. Итак, мы видим, да, что у нас в начале нет измерений для 80 метров с 236 до начала 240 хатаха. Далее есть измерения, потом опять нет измерений 200 метров с 276 по 286. И вот опять тут 220 метров нет измерений. И еще 120. Вот мы очень наглядно сразу видим, какие у нас есть во входных данных этого отчета пропуски. Так, и давайте посмотрим, что у нас с результатами. По 100 метровке сначала видим, у нас разница 0.19. Давайте посмотрим, что это за разница. Вот у нас штрафы и переделки, которые преобразуются в штрафы тоже. Посмотрим в детали. Значит, вот у нас здесь все это более детально. Чуть-чуть промотаем. Так, 0.19. Это разница между 1.49 фактическим значением и 1.3. Это у нас новая дорога. Соответственно, у нас есть только приемка. И требования у нас 1.3. Так, требования у нас без всяких послаблений. Вот оно. К 100-метровке 1.3. К 10-метровкам 2.4. Вернемся в PDF на основной лист. Далее 0.19 приводит к штрафу 5,7%. То есть вот это расхождение 0.19. Посмотрим на настройки. Настройки для штрафа, для новой дороги. Полоса для верхнего слоя. В пределах 0,5 расхождения 30%. То есть у нас 0,19 умножается на 30%, получается 5,7%. И эти 5,7% применяются к площади, которая составляет 100 метров в данном случае. У нас здесь все 10-метровки присутствуют. На ширину дороги, которая составляет 3,5 метра. То есть 5,7% от 350 метров. Получается 19,8 метров квадратных. Это штраф по 100-метровке. Теперь разберем, что у нас по 10-метровкам. Здесь мы видим, что у нас есть отклонение 1,10. Посмотрим в детали в Excel-версии. То есть мы можем и в PDF-версии смотреть детали, но там это менее удобно. Поэтому я, чтобы в том числе не перематывать, здесь мы смотрим основной лист, а здесь настройки и детали. Итак, требование 2.4. Смотрим,
Каким образом у нас получается 1,10? Это разница между 3,5 фактическим и 2,4. Все верно. Здесь мы видим все остальные значения меньше, поэтому расхождение 0. То есть только превышение нас интересует. Соответственно, одна десятиметровка из 10 дает нам проблемные 10%. Применяется тоже к площади 350-35 метров. И далее окончательный штраф по этой 100-метровке. Это максимум между 35 и 19,8. Получаем штраф 35. Здесь все аналогично. По одному значению выпадает, тоже по 35 метров. И в итоге все это суммируется, получается 175 метров. И при стоимости 26 шекелей за квадратный метр 4550 шекелей штраф на всем этом участке. Вот такой наглядный отчет. Теперь давайте посмотрим с послаблениями. С послаблениями и тоже всеми остальными режимами включенными. И маколот тоже. Вот все единички на конце. То, что нам нужно. Третья полоса. Та же самая. Те же самые входные данные. Вот опубликован отчет. PDF-версия. Увеличиваем. И сразу же откроем Excel-версию тоже. Перейдем в детали. Еще раз глянем на настройки. Послабление у нас есть для перекрестков, изгибов, отрезков 300 метров и менее, и когда менее 3 слоев. А у нас в нашем отчете один слой. То есть тоже это послабление должно быть. Так, посмотрим. Перейдем в детали, что у нас с требованиями. Так, мы видим, вот у нас без послаблений. Мы раньше смотрели дальше вот послабления и с послаблениями. И мы видим, что у нас есть послабление внутри 10-метровок. Почему эти послабления возникают? Потому что меньше 3 слоев. То есть здесь у нас просто, как раньше, пропущены данные, но теперь у нас причина и комментарий соответствующий подает в отчет, который в данном случае легитимизирует. Там у нас было, что нет данных, что как бы не очень легитимно на самом деле. А здесь то, что у нас перекресток. Еще раз глянем на разметку дороги. То есть вот у нас до начала 240-го хатаха перекресток. Вот мы видим как раз до 240-го перекресток. То есть они как раз и начали снимать данные, отъехав от перекрестка ровно это расстояние. И с послаблениями это вполне легитимно. То есть нам эти данные не нужны. Без послаблений это, ну, можно сказать, и какая-то проблема, что в отчете видно. Нет данных, нет данных. Тут могли быть тоже дополнительные санкции применены. Дополнительные штрафы. Дальше. Значит, здесь то же самое. Внутри 100-метровок у нас разница 0,9, а была 1,10. Но результат тот же самый, потому что на самом деле, как мы видим из настроек, у нас для 10-метровок не допускаются никакие отклонения. То есть, если пошло превышение, то никакие 30% штрафа не применяются, а сразу идет именно переделка на 100%. То есть результаты у нас в этой строке такие же. Здесь такие же. Сейчас еще увеличу. Здесь вот тоже пошло немножко по-другому. Почему? Потому что у нас разные статусы. У нас включен режим начала новой строки с новым статусом. И поэтому здесь у нас 30 метров тоже есть отсутствующий участок с отсутствующими данными.
А дальше опять идет легитимная причина перекресток. Здесь было 200 метров без данных, здесь только 30 из них, а остальное перекресток. И также у нас здесь не было послабления на участок длиной 300 метров и менее, и возник штраф. А здесь у нас, сейчас посмотрим, это 286 хатах. 286, он вот здесь вот. Мы видим, что он попал в участок 300 и менее метров и тоже исключен из рассмотрения из-за включенного режима послаблений. То есть уже у нас, в том числе из-за этого, результирующий штраф получается меньше. Дальше с 310,5. Да, то есть вот этот кусочек уже пошел аналогично. Дальше опять есть 40 метров без данных. Дальше опять перекресток. Опять 30 метров нет данных. Все это мы здесь очень наглядно видим. Проблемные места. И далее изгиб, у которого радиус 300 метров и менее. Посмотрим на настройки. Для таких 0,2 должно быть послабление. Это идет 350 хатах. Вот эта строка пошла. Да, вот у нас послабление 0,2. Увеличены соответствующие 200-метровкам требования. Ослаблены. И 0,63 у нас здесь. Посмотрим, как получилось 0,63. 0,63 фактическое 3,23. Требование 2,6. 0,63. Все верно. И получаем здесь штраф. Он и здесь был, только у нас 0,83 было. Точно так же. И здесь есть еще один штраф 0,09. А здесь его нет, потому что в конце тоже участок длиной 300 метров и менее. В данном случае 240 метров. Потом идет перекресток. Итак, у нас вот на две строчки по 35 метров. Здесь меньше. И поэтому здесь у нас 175, а здесь на 70 метров меньше 105. Соответственно, 2730. Вот такой вот отчет с послаблениями и включенными режимами добавления пропущенных измерений. Вот мы видим, в том числе в начале, в конце и посередине. Все это было добавлено, так же, как и здесь. Все эти пропуски явно показаны, очень наглядно. И также включен перенос при начале нового статуса, вот как здесь. То есть не в одной строке вот это идет, а разнесено. Теперь давайте посмотрим, как у нас выглядят отчеты, когда вот эти два режима отключены. Начнем вот с этого режима, последнего, который обозначает, будет ли производиться перенос при изменении статуса 10-метровок. Итак, давайте, все включено, кроме последнего. Вот эта папка. Открываем PDF. Итак, мы видим, что у нас в первой строке уже пошла разница. Был перенос здесь сделан после перекрестка. Здесь этого переноса не сделано. И это привело к серьезным результатам, потому что здесь у нас был штраф, а здесь пошло на переделку, потому что всего лишь два значения учитывались, и среднее оказалось гораздо хуже. То есть по 100-метровке оказалось среднее между этими двумя с превышением на 1,2. Давайте откроем Excel-версию, посмотрим настройки и детали. Итак, мы видим, что
у нас до 0,5 штраф 30%, а после 0,5 идет на переделку, и это соответствует штрафу 75%. Давайте посмотрим на детали. У нас средние 2,5, а допустимое 1,3. Вот у нас разница 1,2. И это идет на переделку 75%. Соответственно, эти 75% применяются к площади 20 метров. 20 умножить на ширину. Ширина у нас, как мы помним, 3,5. То есть на 70. 75% от 70. 52,5 метра. Вот у нас получилось 52,5 вместо 35. Вот, и за счет этого у нас получится 17,5 метров квадратных разница вот из-за этой строки. То есть вот таким вот образом влияет перенос. И, конечно же, перенос важен. Он должен быть включен. Ну и вообще мы видим, что это менее наглядно, когда у нас в одной строке несколько статусов. Например, вот здесь вот тоже нет отметки, потом перекресток, тоже не очень понятно, где именно. Здесь же все понятно. Вот 30 метров не было, потом пошел перекресток. Вот мы видим, что вот здесь везде выделался перенос вот на этих стыках. Ну и в том числе, вот как и здесь мы видим внутри вот этого бежевого тоже может быть перенос. Вот таким образом работает перенос. Далее посмотрим отключенный режим. Вот этот вот добавление пропущенных. То есть это у нас должен быть вот этот перенос, пусть будет включен, а добавление пропущенных выключено. И вот мы видим, что нет у нас первого участка с пропущенными. То есть мы не видим пропущенных. Результаты у нас такие же получились, но мы не видим пропущенных. А сейчас посмотрим без облегчений и без добавления пропущенных измерений. Открываем. Так, мы видим, что здесь все идет просто подряд, и у нас возникают такие вот отрезки, как бы с большой длиной, но реально в них по 10 10-метровок просто есть пропуск, которого мы здесь не видим. Если мы сравним без облегчений, но с добавлениями, с переносами, то мы видим, что здесь все гораздо нагляднее. Хотя результаты такие же получаются. Но результаты могут отличаться, потому что нарезка на отрезки по 10 10-метровок, правильно будет так сказать, она другая получается. То есть это не обязательно 100-метровка, это может быть вот как здесь, реально больше, чем 100 метров. Гораздо больше. Но из тех 10-метровок, по которым есть измерения, это именно 10 10-метровок. И могут по-другому средние получаться. Мы видим 0,19, 0,04. Так, пока совпадает. Вот здесь вот по-разному. 0,27, а здесь 0,17. То есть разные средние получаются. Поэтому, вообще говоря, результаты могут отличаться. В общем, понятно, что самые лучшие наглядные результаты, когда эти режимы включены. Добавление пропущенных и переносы. Кстати, вот когда возникает перенос, вот эти серые
ячейки означает, что этих 10-метровок просто нет в этом отрезке. То есть здесь вот 2 10-метровки, и этих просто нету. То есть это может означать, что значений нет, как здесь, либо что они исключаются из анализа в силу особого статуса этих отрезков, в случае, если у нас с облегчениями. А серый, значит, что просто их нету. То есть здесь всего 2 10-метровки. Еще обратим внимание, что вот здесь вот, там, где у нас включено добавление пропущенных, у нас вот он начинается с 236 и заканчивается на 376. Начало 376, как это и указано у нас в разметке дороги. 236, 376. В то же время, если у нас отключено, ну, допустим, тоже с послаблениями, начинается с 240, не с 236, и заканчивается 370, а не 376. Это тоже очень важно отметить. Поэтому рекомендуем эти режимы всегда включать. И теперь давайте рассмотрим вот этот режим, который задает, хотим ли мы, чтобы измерения в отчете следовали в направлении движения по полосе. Вот, например, у нас для полосы 3 хатах начинается с 236 и начинает расти номер хатаха. В то же время, если мы откроем по полосе 4, то мы увидим, что наоборот начинается с 376 и начинает уменьшаться. Сейчас разметку посмотрим. Вот, 236, 376. То есть по третьей полосе мы идем в этом направлении, по четвертой едем в этом направлении, в обратном. То есть этот режим целесообразно, чтобы был включен. Ну и в итоге мы получаем, что вот эти послабления или нет может меняться, а вот эти 3 режима имеет смысл, чтобы они были включены всегда. Так, и давайте еще посмотрим на промежуточные файлы, которые получаются. Прежде всего, на склеенные файлы, вот эти вот. То есть у нас было, как мы говорили в начале, 3 файла, то есть 3 раза включали запись измерений, а на перекрестках, соответственно, прерывались. И вот мы посмотрим, например, для третьей сначала полосы. Вот мы видим, что начинается запись с 240 хатаха и начинает расти. И здесь же мы видим вот как бы метры DMI. И вот мы видим стык, и на этом стыке мы видим пропущенные хатахи. Дальше точно так же подъезжают к следующему перекрестку, выключили, и потом опять включили, опять пропущенный есть, опять начался DMI заново записываться. Здесь это все склеено в один файл, аналогично по четвертой полосе. То есть неважно, в каком порядке мы их там задавали. Вот здесь вот мы можем в любом порядке их задавать. Программа их упорядочит сама нужным образом. И, соответственно, здесь начинается с 370-го. Сектор начинается с 376-го. Должен заканчиваться 236-м. В начале пропуск. И мы этого как бы даже не видим. Здесь. Дальше на стыках видим пропуски. Вот. И
на следующем стыке тоже. Вот он, стык. Вот пропущенные хатахи. И в конце тоже пропущено. До 236 не доехали. Раньше выключили. И теперь для каждого расчета у нас тоже есть промежуточные файлы. Также для каждой полосы отдельный файл. Он получается вот из имен этих файлов, в котором еще дописано marked и название листа, с которого данные берутся. Смотрим для третьей полосы. Сначала мы видим аналог файла sectors, только здесь немножко по-другому. Здесь в каждой строке отдельная точка идет и проставляется ее статус. То есть здесь начинается с 236 хатаха перекресток, потом с 240 начинается обычный участок, с этого начинается опять перекресток и так далее. Устанавливается тип последующих вот отрезков, начиная с заданного хатаха. Дальше, то есть это у нас МК, вот маркеры, точки разметки, маркер называется. Это еще какой-то промежуточный. Дальше идут уже измерения, в которых вставлены пропуски. Вот мы видим, нет измерений результатов хатахи с 236. Там у нас начинается с 240, как мы помним. Помечено, что отсутствующий тип. И также вот еще первый стык, второй стык, там где перекрестки, и в конце. Дальше у нас идет сопоставление маркеру измерения, которое первое измерение, которое попадает вот в этот отрезок, который начинается с данного маркера. Вот они, индексы этих проставлены измерений. МТ это измерение, measurement. Вот, и после этого у каждого измерения проставлены уже типы, соответствующие отрезкам разметки, куда они попали. Перекресток, обычные, пропуски. То есть это уже похоже на то, что мы видели в самом отчете. Вот это вот пропуски, точнее перекресток, пропуски, опять перекресток. Вот это оно есть. Ну и дальше это уже вот так разбито на по 10 штук на 100-метровке. Сами результаты измерений, их типы этих 10-метровок, которые назначены. Вот. И другие параметры. Аналогично по 4-й полосе. А сейчас вставка, которую мы записали уже после завершения записи основной части видео, на которой мы покажем изменения, которые появились в отчетах после активации для новых дорог вот этого пункта, который говорит, что если 10-метровка идет на переделку, то и соседние с ней также идут на переделку. Также в программе было реализовано вот это требование про соседние участки. Но на дороге 103 таких ситуаций просто не возникло. Но это будет видно на примере дороги с условным номером 101. Там это мы рассмотрим еще. Также будет вставка, на которой будет показана разница по этому пункту. Итак, посмотрим. Вот у нас отчет, который мы смотрели ранее до изменений. Все режимы включены без послаблений. 105 метров, 2730.
И вот он же пересчитанный. Мы видим, что 280 метров стало, 7280 шекелей. Вот во второй строке у нас одна 10-метровка шла на переделку, теперь две. Потому что следующая была включена, но предыдущая не была включена, потому что она подпадает под ослабление. Здесь это перекресток. А вот следующая уже попала с двумя соседними. Соответственно, была одна 10-метровка, стала 3. Было 35 метров, стало 105. Там было 35 метров, стало 70. И аналогично здесь. Также было 35, одна 10-метровка, стало 3, 105 метров. Ну и в итоге у нас стало 280 метров. Теперь, если мы посмотрим на этот отчет уже тоже с изменениями без послаблений, то мы увидим, что предыдущая 10-метровка здесь также была включена. То есть она здесь такая вот бежево-розовая, потому что нет по ней данных, но это не мешает ее также отправить на переделку, потому что неважно, какие в ней значения получились, даже если бы эти данные были, она в любом случае идет на переделку, и у нас еще 35 метров добавляется. А также, без послаблений тут еще дополнительные возникают ситуации. Здесь аналогично. Была одна, стало 3. Это было. И здесь вот тоже в соседних 100-метровках тоже предыдущие и следующие пошли на переделку. Это Excel-версия отчета с деталями, без послаблений. И здесь мы можем все это видеть в деталях. То есть это у нас соответствует до того, как этот пункт вступает в действие. Вот этот вот про соседние 10-метровки. А вот подсвечены уже после включения этого пункта. Вот мы видим, что у нас в начале, там где не было значения, выпадает она тоже на переделку. Также видим, еще один появился блок, который детализирует вот это вот число активных 10-метровок. В данном случае их 8. И они активны, несмотря на то, что нету значений, нет измерений. То есть для вот этого, для вот этих двух пунктов эти 10-метровки активные, что здесь и показано. И вот здесь мы видим то, что мы смотрели последнее. То есть сначала было вот первое значение в 100-метровке, первая 10-метровка в 100-метровке выпадала, теперь следующая и предыдущая в предыдущей 100-метровке также выпадает. Вот так вот все наглядно. Ну и сейчас пробежимся по другим версиям этого отчета, посмотрим, какие там возникают ситуации дополнительные в связи вот с этим пунктом про соседние 10-метровки. Я открыл вот сейчас PDF-ки по третьей полосе в других режимах. Так, значит, смотрим с послаблениями и нет переноса. Соответственно, здесь нет переноса, все в одной строке, но также перекресток не выпадает, а следующая 10-метровка выпадает. Вот мы видим, здесь две 10-метровки идут на переделку. Ну и тут из-за того, что у нас всего две активные 10-метровки, то как бы получается, что и вся она пошла на переделку. Но это опять-таки те же самые 20 метров, не больше. Просто вся вот эта 100-метровка такой статус получила. Но
эти 10-метровки в любом случае выпадают. Ну, это такой странный эффект. Ну, вообще говоря, мы не рекомендуем, конечно, отключать перенос. Рекомендуем, чтобы всегда вот эти два и этот тоже режим были включены, как уже говорилось раньше. Далее здесь следующие и предыдущие попали на переделку. Здесь все обычно. Так, и интересно, итог штрафа остался точно таким же, что без переноса. Так, идем дальше. Опять с послаблениями. Теперь без добавления пропущенных. То же самое у нас получается по сути. Вот, но просто мы не видим вот эти перекрестки. Они здесь просто отсутствуют. Но также 20 метров сюда пошло. Здесь 30, и здесь тоже 30. Числовой итог такой же. Так, и если оба режима отключены, тоже числовой итог такой же. Ну, да, здесь никаких разниц не возникает в связи с 10-метровками. Теперь без послаблений. Тут без послаблений, которые мы уже смотрели, перенесу, чтобы с ним сравнивать. 525 метров здесь было. Здесь 490. Отключена вставка отсутствующих значений. Здесь также. Вот сразу же пошла разница, так как отсутствующее значение здесь не вставлено, а оно здесь отправляется на переделку, то здесь, соответственно, получается меньше на 35 метров. Вот отсюда идет эта разница. Здесь 525, а здесь 490. То есть в остальном все так же. Смотрим последний, когда еще и отключен перенос. И у нас здесь результат такой же, как и здесь. Никаких разниц тут не возникает. Теперь посмотрим четвертую полосу. Сейчас я открою файлы. Итак, я открыл файлы. Это у нас результат до внесения изменений. 36,6. То есть у нас тут одна 10-метровка вот выпадала, теперь должно 3 выпасть. Да. Вот они 3 выпали. То есть прибавилось 70 метров, стало 106,6. Все верно. Теперь посмотрим с отключенными режимами добавления и переноса. 109. То есть чуть-чуть больше даже стало. Но по 10-метровкам здесь все то же самое. Здесь разница в 100-метровках возникла. Средние другие получились. То есть это мы уже раньше смотрели, эту разницу. И без послаблений смотрим, что у нас тут, какие ситуации возникают. Здесь 3 вместо одной, тоже 3 вместо одной. 2 раза здесь также идет перенос на предыдущую 100-метровку. 2 выпадают и 1. Здесь просто 3 в одной 100-метровке. Стало больше вот на, сейчас посчитаем, на 1, 2, 3, 4, 5. 5 проблемных 10-метровок, соответственно, на каждую из них прибавляется по 2 10-метровки. Каждая по площади 35 метров. То есть 10 на 35 плюс 350 метров. Сейчас сравним с тем, что было. 528 минус 350 должно быть 178. Вот на 100, что было. 13 августа рассчитано 178. Все правильно.
Так, и следующий с отключенными, без послаблений, с отключенными ставками и переносами. 526. Чуть-чуть меньше, но опять-таки за счет средних по 100-метровкам чуть-чуть отличаются из-за разбивки. Вот таким образом мы рассмотрели разницы обновленных отчетов после того, как были включены вот эти два пункта, но проявился только на этом примере вот этот пункт. А этот мы увидим его влияние в примерах по дороге с условным номером 101. Но это, кстати, хороший пример. Программа находится в бета-версии, то есть такие ситуации для нее естественные, что будут выявляться какие-то несоответствия со спецификацией, что-то упустили, что-то не так считается, не так трактуется. Вот, поэтому мы всегда рады получить об этом сообщение и быстро исправим программу, чтобы все было в точности в соответствии со спецификациями NetWay Israel. Вот, ну, если вы такую неточность нашли, то, пожалуйста, указывайте, какой пункт спецификации вы считаете не соответствует программе. И пример тоже будет очень полезен, чтобы быстрее разобраться и исправить. Мы выпустим в кратчайшие сроки исправленную версию, и все будет замечательно. Потому что спецификация, конечно, очень написана непросто. Тут все разбросано по тексту, и удержать все это в голове довольно-таки сложно. Вот, поэтому это еще раз только подчеркивает необходимость такого рода программ, которые все это четко учитывают и все правильно считают без человеческого фактора. Человеческий фактор очень силен в таких ситуациях. Очень запутанные условия, их очень много. Также перемешано там с другими проверками, сформулировано довольно-таки запутанно. Так что пользуйтесь, пожалуйста, будьте эффективны и точны. Пользуйтесь программой Акусей. Вот таким образом мы рассмотрели детально новую дорогу, как у нас считаются штрафы, различные режимы измерений. Еще раз, рекомендуем мы включать вот эти режимы: сохранение направления полосы, добавление пропущенных и перенос при изменении статуса. На этом все по 103 дороге. А сейчас давайте посмотрим на дорогу 103, но немножко с другими настройками, что на ней два слоя, и мы проверяем нижний слой. Вот я здесь уже все файлы открыл. У нас идут файлы парами. Вот из 103 папки один слой верхний. У нас все режимы включены с послаблениями, и аналогичный с двумя слоями, и мы проверяем нижний. Вот, мы видим, что у нас есть разница. Ну и также парами идут без послаблений. Это все у нас третья полоса. И дальше по четвертой полосе тоже с послаблениями, без послаблений, парами. Вот мы сейчас их все посмотрим. Давайте, еще я открыл Excel версии опубликованные. Вот по третьей полосе у нас верхняя льёна с послаблениями, нижняя с послаблениями и без послаблений, верхняя, нижняя. Так, давайте посмотрим. Прежде всего на критерии. У нас вот есть верхняя 1,3, 2,4, 100-метровка, 10-метровка. Здесь 2,5, 3,5. То есть у нас разница для 100-метровок 1,2, для 10-метровок 1,1. Но при этом давайте
Давайте посмотрим на критерии, как они получаются. Вот они, 1, 3, 2, 4. И сейчас здесь же откроем для нижней полосы. 2,5, 3,5. И дальше мы смотрим на послабление. Здесь у нас еще дополнительно 0,2. И в итоге 2,6, 1,5 получается. Это из-за того, что когда меньше 3 слоев, вот, от 1 до 2 слоев, для верхнего слоя послабление 0,2 применяется. Вот это мы и видим. Поэтому 1,5, 2,6 для 100-метровок, 10-метровок. А здесь 2,5, 3,5. То есть разница у нас составляет для 100-метровок 1, для 10-метровок 0,9. Там, где у нас на 100-метровках разница меньше, чем 1, все должно обнулиться. Соответственно, вот на 100-метровках все должно обнулиться. Вот оно все обнулилось. А на 10-метровках, там, где разница меньше 0,9, тоже должно обнулиться. Это обнуляется. Это должно превратиться в 0,2. Вот, превратилось в 0,2. Штраф 35. Здесь тоже 35. А здесь, соответственно, обнулилось. Идем дальше. 0,63 тоже обнуляется. Да, все обнулилось. И в итоге мы получаем штраф только один раз. И поэтому для нижнего слоя всего лишь 910. 35 метров, 910 шекелей. Так, без послаблений. Без послаблений у нас, видимо, там 0,2 не должно применяться. Сейчас посмотрим. На верхний 2,4, 1,3. Да, то есть 0,2 не прибавилось к ним. Соответственно, теперь у нас обнуляются все разницы, которые здесь меньше 1,2, а здесь меньше, чем 1,1. Тоже обнуляется. Здесь 0,2 должно остаться. Так и есть. По 100-метровкам все должно вообще обнулиться. Обнуляется и обнуляется. Да. То есть мы получили одинаковые результаты для нижней полосы, что с послаблениями, что без послаблений. А с верхней полосой большая разница. То есть у нас здесь на верхней полосе с послаблениями было 2,730 шекеля, здесь 4,550. Так, это у нас была третья полоса, теперь переходим к четвертой. Четвертая с послаблениями, здесь у нас 0,2, 0,23, 0,9 у нас должна быть допустимая разница, то есть это тоже все обнуляется. И здесь, здесь 1, здесь 0,9, здесь 0,48 должно получиться. Да, так и есть. Остался. То есть вот этот ушел, этот остался, но практически одно и то же. 952, 910. Так, без послаблений. Здесь у нас гораздо больше. Но опять-таки это обнуляется. Здесь теперь у нас 1,2 допуск. Все, что меньше 1,2, обнуляются разницы, расхождения проблемные. То есть по 100-метровкам все обнуляется. Да, так и есть. И здесь 1,1 все обнуляется. Но опять остается только 0,48. Вот.
То есть получаем, да, опять 910, так же как и без послаблений. Но на верхнем слое, да, тут все гораздо хуже, гораздо строже. Вот таким образом это работает. То есть если... Еще раз посмотрим настройки. То есть могло быть 3 слоя, и мог быть опять нижний, средний. Просто применялись бы значения соответствующей колонки. Ну и зависит еще от вида. Хотя в данном случае одинаково, но может и отличаться от вида асфальта. Вот SMA, тут другие, более строгие требования. Вот таким образом это работает. Ну и могли быть и вот такие вот тоже велосипедные дорожки, объезды временные. Тоже все это могло быть указано вот здесь вот. И оно бы точно так же было и здесь. Ну и мы можем выбирать еще вид асфальта. Вот таким образом мы работаем со слоями и с видами асфальта. И соответствующим образом определяются требования к глиюту. И еще раз смотрим разницы, которые возникают на отчетах с условным номером, на отчетах по дороге с условным номером 103.2. Так, у нас было 35 метров, вот из-за этой выпадающей 10-метровки. Ну и стало, соответственно, 105. То есть ничего тут больше нет, никаких проблем. Все просто. Без послаблений. Все то же самое. Одинаково. Это по 3-й полосе, по 4-й полосе. Тоже было 35 метров. Тоже там в начале 3-й полосы и, соответственно, в конце 4-й выпадала 10-метровка. Ну и здесь то же самое будет. Вместо 1 3. 105 метров. Да, все то же самое. Без послаблений. Тоже все так же. Тут нет больших разниц на этой дороге. На этом в этом видео все. Спасибо за внимание. С вами была компания Leverage for Excel. Будьте здоровы и эффективны. Всего доброго.